В этом видео поговорим про синдром, который часто встречается. Большое количество людей страдает таким синдромом, который называется плоскостопие. Почему я говорю синдром? Поскольку он не является как таковой болезнью, да, напрямую. Это скорее сочетание различных факторов, которые приводят к тому, что люди испытывают болевой синдром, имеются нарушения какие-то походки, причем боль возникает не только в стопе, а может подниматься и выше, создавая дополнительные проблемы на выше лежащие структуры, на колени, на поясницу. Считается, что плоскостопие связано с большим количеством проблем, то есть это и вопросы питания, и вопросы в какой-то степени, наверное, наследственности. Кто-то говорит о том, что плоскостопие является наследственным заболеванием. Ну, скорее, этим можно определять предрасположенность к плоскостопию. Не всегда оно развивается от родителей к детям. Что бы то ни было, в настоящее время имеется огромное количество различных упражнений, рекомендаций, что с этим делать. Но главной проблемой всех рекомендаций, как обычно, мы знаем то, что никто не хочет их выполнять. То есть каждая такая рекомендация, связанная с какими-то упражнениями, комплексом питания, дополнительными добавками и так далее, и их очень сложно выполнять. Тем более, если речь идет о детях. То есть заставить ребенка выполнять 10-15 минут упражнения на стопу, особенно когда это маленькие дети, стопа еще не крупная, только формируется, и к тому же сосредоточить ребенка на выполнении занятия достаточно сложно. Вот мы приходим к тому, что проблема сама по себе возникает, но решать ее непонятно как. И вот мы поговорим о том сейчас, что с этим делать, какой есть вариант поработать с причиной, да, возникновения плоскостопия. Я не говорю о том, что вылечить, я не говорю о том, что предотвратить полностью, но можно поработать с одной из причин, которая провоцирует плоскостопие. Для того, чтобы об этом говорить, нужно все-таки поговорить о строении, да, об анатомии. Тем, кому не хочется слушать анатомическую часть, может ее пролистнуть, но рекомендую послушать, поскольку понимание, как у нас развивается плоскостопие, зависит от анатомофизиологических особенностей, и поэтому лучше понимать, как мы устроены, для того, чтобы, соответственно, тренировать необходимые группы мышц, выполнять те упражнения, которые направлены именно на предотвращение проблем, связанных с плоскостопием. Пошли. Так, вкратце пробежимся по анатомии, связанной с плоскостопием. Не будем углубляться в частности, очень по-крупному, для того, чтобы этот блог был коротким и понятен всем, да, даже тем, кто не занимается, не увлекается темами здоровья, но чтобы этот ролик был полезен, был самым обычным людям, и, возможно, он будет полезен для передачи этих сведений еще кому-то. Итак, коротенько пройдемся по анатомической части. Значит, у нас на стопе, очень упрощенно, есть два свода. Там, конечно же, анатомы и физиологи разделяют гораздо большее количество особенностей, но вот для такого видео достаточно будет говорить о том, что у нас есть продольный свод и поперечный. Мышцы, которые задействованы у нас в том, чтобы укреплять своды стопы, находятся на голени, и поэтому стоит поговорить немножко об анатомических особенностях голени. У нас на голени всего 3 группы мышц. Очень просто на самом деле. Задняя группа, передняя группа и боковая, да, латеральная. Сзади у нас есть глубокая, да, и поверхностная группа. Основное это все-таки поверхностная группа. Начну вот издалека. Основное это поверхностная группа. Она наиболее мощная. Представлена здесь вот этим вот трицепсом.
ну, который, в общем-то, переходит в ахиллово сухожилие и крепится на пяточном бугре. Но также здесь есть еще непостоянная мышца, вот, как ни странно, называется она подошвенная, хотя находится при этом на голени. Ну, также она вот крепится здесь от мыщелка и крепится тоже к пяточному бугру. Фокус я хотел бы в этом видео вот, дать на латеральную группу. Здесь вот в этом месте находятся две мышцы, малоберцовая длинная и короткая. У них есть ряд функций, но одной из важных их функций является укрепление сводов стопы. И так получается, что вся наша походка в настоящее время, поскольку ходим мы по плоскостям, и даже если мы тренируемся на беговой дорожке, мы все равно ходим по плоскостям, у нас отрабатывают в итоге задняя и передние группы, там, большеберцовая, задняя, передняя, ну и вот те мышцы, о которых я до этого говорил. То есть если мы поднимаемся в гору, соответственно, у нас стопа уходит в такое положение, если мы спускаемся, уходит в такое положение, а вот латеральные мышцы практически не задействованы в активной работе. То есть они, конечно же, работают как стабилизирующие, но так, чтобы мы именно напрягали их активно, такого движения нету. В настоящее время есть большое количество упражнений, которые направлены на укрепление длинной и короткой малоберцовых мышц. Выглядят они примерно так. Вот мы сейчас с Лерой это покажем. Лерочка, можешь показать вот такое вот упражнение, которое, соответственно, напрягает, да, вот эти вот боковые поверхности. Ну вот примерно таким образом предлагается смотреть сериалы и выполнять такое упражнение, когда мы фактически пытаемся делать вот такое движение, пронации, супинации, какие-то приведения, отведения стопы. Наверное, можно их повыполнять минут 5-10, но как бы становится очевидным, что ежедневно такие упражнения делать почти нереально. Кроме того, спасибо большое, кроме того, есть комплексы упражнений, когда предлагают пальцами передвигаться по поверхности, то есть примерно вот такое движение совершать ногами. Ну тоже, да, это укрепляет, соответственно, у нас своды стопы, но долго в таком режиме заниматься довольно-таки сложно. Дополнительно есть ряд рекомендаций, которые связаны с тем, чтобы укреплять стопу где-то на прогулках. Для этого вот я сейчас взял с собой такой вот кирпичик деревянный йоговский. Ну вот предлагается, соответственно, вставать на кирпичик или на поребрик на улице и вот выполнять такие вот движения. Вот сейчас покажем. Например, вот таким вот образом, да, мы поднимаемся и опускаемся, да. Можешь подвигать ногой? Не-не-не. Вот как бы получается, вот ты встала, да, на поребрик и как бы вот так вот делаешь, вот так вот. Вот примерно такое движение, да. Вот. Ну, тоже становится очевидным, что, ну, такие упражнения можно, наверное, минут 10-15 повыполнять, но достаточную нагрузку или хотя бы нагрузку, сравнимую с той нагрузкой, которую мы даем передней и задней группе мышц, мы не можем дать на вот эти вот латеральные мышцы. Что же делать? Сейчас кратенько объясню. Итак, как же можно было бы натренировать латеральные мышцы у нас голени? Повторюсь, они укрепляют наши своды на стопе, и важность их тренировки обусловлена тем, что в обычной жизни мы поднимаемся в горку, спускаемся в горку, поднимаемся по ступенькам, спускаемся по ступенькам. А нагрузки на латеральные мышцы мы даем недостаточно. Поэтому можно совместить для такой тренировки приятное с полезным. Например, у нас в Санкт-Петербурге есть набережные, на которых склоны к воде расположены под углом. И, ну, вот я приведу, например, у нас есть около Новой Голландии набережная, соответственно, Адмиралтейского канала, Свердловская набережная.
И эти набережные расположены таким образом, что по ним можно пройтись следующим образом. Вот представим себе такую поверхность, здесь растет травка, и мы можем совершить прогулку вот по такой траектории, поднимаясь и опускаясь. Чего мы этим добиваемся? При прогулке в одну сторону у нас получается стопа расположена таким образом, что латеральные мышцы, да, вот на нижней, в данном случае, там, например, на левой ноге удлинены. Также при спуске. А когда мы двигаемся в противоположную сторону, все происходит, соответственно, наоборот. И вот таких прогулок можно совершать в день, как вот обычные прогулки там с собакой, часами. То есть мы можем гулять по несколько часов, там пройти 5-10 километров, и поверьте мне, это будет достаточно большая нагрузка. И уж тем более, когда вам нужно поработать над мышцами ребенка, вы можете это выполнять в игровой манере, то есть ничего сложного, да, минут 30 хотя бы прогуляться с ребенком, просто поднимаясь и спускаясь по склонам. Это гораздо проще, чем сфокусировать внимание ребенка на выполнении упражнений в зале или с тренером. Здесь вы можете просто прогуляться и тем самым тренировать необходимые мышцы. Вот такой простой совет. Попробуйте его в своей жизни, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду рад обратной связи. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!